Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Марафон показов недели моды в Лондоне сложно представить без единственного, по-настоящему всемирно известного британского бренда класса люкс – Burberry. Последние несколько месяцев выдались непростыми и нестабильными в плане коммерческого успеха для модного дома. И, соответственно, его коллекция весна-лето 2025 получила неоднозначную оценку фэшн-сообщества. Кто-то был в восторге от стилистических решений дизайнера, от того, что гардероб оказался по-настоящему функциональным и, как сейчас принято говорить, очень даже носибельным. Ведь в этой одежде, обуви можно прямо с подиума отправиться по своим будничным делам. А кому-то многое, напротив, показалось весьма посредственным и банальным. Дизайнера упрекнули в избыточной осторожности, коллекцию назвали чрезвычайно скромной, заявляя, что она вряд ли способна вызвать ажиотаж в бутиках. Хотя еще до презентации креативный директор бренда так озвучил свое творение. «Мы хотим, чтобы это было похоже на мечту, которая способна стать реальностью». Сказано замечательно, но по факту вышло не очень убедительно. Не хочу и не буду подвергать сомнению талант ведущего дизайнера Burberry Дэниела Ли. С его приходом на пост руководителя модный дом значительно преобразился и, на мой взгляд, только в лучшую сторону. Он создал немало великолепных вещей для предыдущих коллекций. Вот только сегодня что-то немного представлено образов, заставляющих ахнуть. Впрочем, давайте, друзья, обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с места проведения шоу. Если последние пару сезонов в качестве модной локации служила зеленая парковая зона с огромным тентом-палаткой для гостей, то нынче показ устроили в Лондонском национальном театре. Его угрюмые архитектурные формы в стиле брутализма, грубые бетонные стены были оформлены с помощью необычной декорации, сделанной из вырезанных кусков бирюзовой ткани с современным британским художником Гэри Хьюмом. В новом гардеробе на теплый сезон первым делом отмечу всевозможные вариации знакового тренча Burberry. Да, в нем отсутствует знаменитая классическая версия, но есть несколько интересных решений. Теперь плащ преобразился в платье сложной конструкции, короткую куртку-накидку, стильную парку и даже рубашку. А для воздушного вау-эффекта здесь вместо меховой опушки невесомые летящие перья. Такая акцентная деталь однозначно добавит нотку экстравагантности в повседневный лук. И пусть подобные эксперименты с тренчем кому-то показались натянутыми, даже надуманными и слишком перегружающими модный образ, но я бы не торопилась сделать поспешные выводы. Напротив, все это свежо, динамично и хорошо сочетается как с прямой юбкой с высоким разрезом, брюками карго, либо удлиненными шортами, так и с очаровательным плессированным макси или с игриво сверкающим пайетками нарядом. По цветовой гамме коллекция не перегружена яркими красками. Это приятная, природная, абсолютно универсальная палитра оттенков, где бежевый, серый, хаки, коричневый, черный приправлены молочным, голубым, нежным сиреневым, золотисто-горчичным. Из принтов ярко о себе заявила полоска. Не обошлось, конечно, и без традиционной для бренда клетки, пусть сегодня и в небольшом количестве. Помимо одежды, клетчатый узор расположился еще и на обуви, а также на ремнях и сумках. По поводу последних скажу, что у модной публики линейка аксессуаров Burberry получила высокую оценку. Одинаково хороши как вместительные, так и более компактные модели из кожи, замши или металлизированных материалов. Что касается женской обуви, это только варианты на каблуке. Элегантные мюли, босоножки с тонкими ремешками-завязками, стильная версия сабо. Никаких балеток, кроссовок либо сандалий на низком ходу. Как завершающий штрих модного аутфита, Дэниел Ли рекомендует красиво повязанный платок. По какой-то загадочной причине шоу закончилось без надлежащего финала, оставив приглашенных зрителей в некотором замешательстве. В заключительном блоке было пусть и великолепно сшитое из бахромы, но всего одно вечернее платье. В целом коллекция получилась спокойной, хорошо продуманной, лаконичной, без кричащей экстравагантности, сложно сочиненных конструкций и прочей мишуры. Но разве не этого мы ждем от повседневного модного гардероба? Здесь есть свой собственный стиль, характер, своя сдержанная британская атмосфера. Я очень надеюсь, друзья, коллекция вам понравится и достойна на поставленный лайк. Жду ваше мнение в комментариях к видео. Чью позицию по отношению к бренду вы решили занять? Преданных поклонников, придирчивых критиков или сегодня творчество команды Burberry вам показалось нейтральным? Приятного просмотра!
Всем красоты, добра, позитива и теплого, солнечного настроения!